В эфире программа «Акцент дня», в студии Алексей Кандауров. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Сегодня говорим о реальной угрозе начала большой войны на Ближнем Востоке. С нами на связи военный эксперт, политолог Евгений Михайлов. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Премьер Израиля Нетаньяху пригрозил ливанскому движению Хизбалла невиданными сокрушительными ударами. Последствия могут оказаться гораздо серьезнее, чем операция в секторе Газа. Насколько реальна такая угроза? На самом деле, вчера уже появилась информация о том, что, дескать, удар будет ограничен. Мы помним, как перебрасывались масштабными угрозами Израиль и Иран. И в итоге, что Иран нанес так непонятно, насколько мощный удар был, да, по экономике Израиля, что Израиль ответил так же. И как бы они, уничтожил генерала, и все, и тихо. То же самое может произойти и по столкновению Израиля и Хизбаллы. Дело в том, что на самом деле многие не заинтересованы в масштабном конфликте, потому что здравомыслящие понимают, что именно на Ближнем Востоке может начаться именно та самая Третья мировая война, хотя она уже идет фактически. Так что я думаю, будет нанесен какой-то жесткий ограниченный удар и не более того. Хотя предположить можно все. Если начнется масштабная война, то в нее будут втянуты несколько государств минимум шиитского пояса, и, скорее всего, втянется в итоге и Иран. Но это, опять же, и американцам не нужно, и британцам тем же это уже не нужно. Никто не догадывался, что операция в Газе затянется на такое продолжительное время. Дело в том, что операция в Газе – это большой прокол израильского руководства, скажем так. Они недооценили соперника, противника, да. Сейчас уже говорят о том, что Хамас практически уничтожить невозможно. То есть они настолько глубоко окопались и вошли во все эти структуры, что его не уничтожить. И поэтому, вы знаете, еврейское государство, они же всегда считались лучшая армия, лучшая разведка. И так обломаться на, не скажем так, на босоногих, да, как хуситы, а на Хамасе, это, конечно, им позор. И сейчас Нетаньяху необходима не то, что глобальная война, ему нужны постоянные боевые действия для того, чтобы держаться у власти. То есть я провожу параллели, на самом деле, немножко даже с украинским режимом, Зеленским, да, который втянулся и никак не знает, что с этим сделать, иначе он потеряет власть. Ливан – это признанное ООН государство, в отличие от Палестины, сектора Газа. А нападение на него является актом военной агрессии. И Израилю не писано международное право. Почему он верит в безнаказанность? Израильское государство никогда на самом деле сильно не рассчитывало на международное право. Оно поступало так, как ему заблагорассудится, потому что его поддерживает главный гегемон, пока еще главный гегемон Соединенные Штаты Америки. И израильское государство, и руководство, оно практически манипулирует американцами. Естественно, в американском истеблишменте очень много, да, представителей Израиля, по национальности, в любом случае связки очевидны. И поэтому Израиль сам используется как форпост на Ближнем Востоке со стороны Соединенных Штатов Америки. Но вы знаете, когда у американцев начнутся проблемы, они начнутся. В любом случае, это уже очевидно идет снижение влияния гегемона, то вполне возможно будет поставлена под угрозу сама государственность израильской территории. Да, и о чем говорят тот же Иран и другие страны, что если так будет дальше продолжаться, то Израиль может перестать существовать. Вот по данным ряда источников, американская сторона, этот гегемон, да, он пытается отговорить Израиль от атак на крупные ливанские города. Прежде всего на Бейрут, и перспективы сомнительны, вроде как пишут. Насколько это отвечает действительно? На самом деле, это вот то, что я говорил. Вероятность ограниченного удара. Потому что там страна маленькая. Да? То есть, если будет нанесен сильный удар,
уже там, допустим, ударили по какой-то подстанции, и половина Ливана осталась без электричества. То есть там настолько густонаселенные и маленькие государства эти, что нанести масштабное поражение или же ущерб тому же мирному населению очень легко. И международное сообщество, конечно, этого не одобрит. Тем более на фоне того, что происходит в Газе. Хотя, опять же, ту же Палестину, Газу, там как-то уже половина государств начинает пытаться признавать, да, то действительно Ливан это признанное государство ООН. Но вы знаете, сейчас я настолько стал скептически относиться к самой Организации Объединенных Наций, настолько она переигрывает и переделывает все правила игры так, как удобно тем, на чьей территории она находится, штаб-квартира ООН. Так что я не удивлюсь, если ООН просто закроет глаза и скажет, ну, случилось и случилось. В противостоянии Израиля и Ливана угрожает вмешаться Турция. Угрожала. Эрдоган заявил о введении войск в еврейское государство. Способна ли страна-участница НАТО пойти против США, ближайшего союзника Израиля? Турки в последнее время все время пытаются показать самостоятельность. Но пока Турция не вышла из НАТО, она, конечно, официально, да, она не будет ничего делать для жесткого противостояния с Янки. Но при этом нужно понимать, что последние десятилетия турки ведут достаточно самостоятельную политику. Эрдоган, он очень много делает заявлений, но никогда резких движений он, в принципе, не делал. Вот он заявил о том, что если надо, мы войдем в Израиль, да? Так как вошли в Карабах и вошли в Ливию. Ну, давайте не будем сравнивать Карабах, вот это непонятное государство маленькое, да, армянское, которое всегда там играло определенную роль, да, и то там азербайджанцы сыграли основную роль. Турки просто, ну, Азербайджан является прокси. Турки там поддержали, помогли там разведданными и так далее. Вошли они в Карабах. Там Азербайджан все дела сделал. Вот. И Ливия, это было уже ослабленное государство. Проще зайти на территорию, где можно, там одним заплатил, другим дал там пару пулеметов и начинаешь играть и строить из себя великое государство. А вот против Израиля начать, это уже другое. Здесь есть, я думаю, турки, конечно, смогут, если только на Израиль нападут все скопом. И тогда турки попытаются стать как бы сверху. Мы великие, давайте так, так, так. Когда уже все друг между другом перекусаются, понесут потери, и тут появляются турки. Вот в данном контексте я допускаю появление турок на Ближнем Востоке, скажем, в Израиле. Вы сказали, пока Турция не вышла из НАТО. Есть предпосылки? Ну, на самом деле, сейчас предпосылки на выход из НАТО делают не только Турция. Ну, нужно понимать, это Словакия, это Венгрия, уже идут недвусмысленные заявления, да, и турки как бы сейчас развивают свое вооружение очень мощно, рынок растет у них продаж вооружения, греки возмущены действиями турок. Они сейчас между собой там переругаются, и на самом деле американцы прекрасно понимают, что Турция это вторая страна НАТО. Да? Они будут ее поддерживать и кормить, и пытаться играть с турками до тех пор, пока нужно будет само НАТО. А эта организация уже вполне вероятно в ближайшие годы прикажет долго жить. Президент Турции призвал региональные страны поддержать Ливан. Вот в связи с растущей угрозой конфликта с Израилем. Кто может прийти на этот призыв? Никто, кроме, возможно, Израиль, возможно, именно Иран. Но вы знаете, сколько мы слышали десятилетий от Ирана, что государство Израиль не должно существовать и так далее. И в итоге они там, у них свои договорняки, удары взаимные не сильно страшные и так далее. То, в принципе, придут хуситы, придут вот такие вот группировочки прокси, и не более того. Арабский мир между собой очень сильно разрознен. И говорить о том, что объединенные мусульмане пойдут скопом войной на Израиль, я бы не стал. Всегда найдутся те, кто возьмет денег, у кого свои интересы, кто, наоборот, поможет Израилю из тех же арабских стран. То есть, знаете, я как бы не строил бы иллюзий в отношении действительно исламского мира, потому что он далеко не един. А турки,
и турок очень многие не воспринимают из них. Никак, от слова никак не воспринимают. Потому что турки всегда говорили, что мы хотим возродить там Великую Османскую, Неоосманскую империю и так далее. Ну и что? Великий Туран, там вот эти вот все разговоры, ну, на уровне проектов и диалогов, и встречи, конференций дальше ничего не движется. Все прекрасно понимают. Эрдогану, несмотря ни на что, ему нужно как бы поддерживать какой-то политический хайп. Потому что в самой Турции, да, Турция там как бы развивается, пытается что-то делать, да, но экономика, большая инфляция, и Эрдогану надо отвлекать население, внимание населения от внутренних проблем. И вот он делает такое заявление, вот, введем войска. Вы знаете, у меня, это, конечно, сложно параллели проводить, но иногда тот же сербский президент Вучич такое ляпнет, что весь народ там как бы говорит, вот он сказал, завтра мы ждем Третью мировую войну. Вот я параллели провожу, потому что с сербами общаюсь один в один, что Вучич там наговорит и хайпует на этом. Раз там какие-то проблемы есть в Сербии, появились, он что-то сказал, неделю обсуждают, отвлеклись от проблем. Вот то же самое сейчас мы и с Эрдоганом. У него там инфляция 50%. Он сказал, сейчас пойдем войной на Израиль. Раз, неделю поговорят, а потом уже опять скажут, так, где же деньги, давайте экономику развивать. Да, найдут другую тему. Да. Тель-Авив в ответ на угрозы вторжения пообещал Эрдогану судьбу лидера Ирака Саддама Хусейна. За кого, интересно, вступятся США в таком случае? Обе страны важные стратегические партнеры. Я думаю, что США предпримут максимум усилий для того, чтобы действительно не допустить столкновения. Ну и опять же, милые, в данном контексте милые бронятся, только тешатся. Вот они по большому счету кулуарно все связаны. Что турки, что евреи. Когда я с турками разговаривал, вы знаете, я готов был там, меня попросили сделать один материал аналитический. И я его не сделал, потому что говорит, а мы сами не знаем, о чем вообще, что делает Эрдоган. Мы думали, что он там вот так вот. Он заявил о том, что мы объединяем мир в борьбе против Израиля, мы там перестанем торговать. Торговали, как торговали с Израилем, так и торгуют и так далее. Полностью взаимосвязи остались, но на деле мы слышим громкие заявления о том, что никакой войны не будет, и Соединенные Штаты Америки, по крайней мере, между Израилем и Турцией, побросаются. Если уже пойдут в разнос все, тогда уже да. Если американцам будет не до Ближнего Востока, тогда уже могут и евреи сцепиться с турками, с Ираном, тогда будет всем места мало. Таймс предупреждает, что если Хезболла решится на полномасштабную атаку, израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» может не справиться с отражением угрозы, и это усугубит конфликт. Так ли это? За эти годы Хезболла накопила, скажем так, сотни тысяч различных видов ракет. Большая часть это неуправляемые, не очень точные, там километр в сторону, километр влево, вправо, но у них есть достаточно немалое количество высокоточных ракет. Им есть откуда это брать. И, соответственно, при единовременном каком-то массированном ударе я допускаю, что израильское ПВО не выдержит и будет нанесен очень мощный ущерб экономике и погибнет много мирных граждан. Именно поэтому я не допускаю, я предполагаю, не будет масштабного конфликта, а будет ограниченный удар, обмен какими-то ударами, и потом опять станут все на паритетах. Мировые СМИ активно обсуждают последствия эскалации на границе между Израилем и Ливаном, уверяя, что Третья мировая война на пороге. Вот кому выгодна эта война? Третья мировая война, по-моему, уже она идет, да, и Россия на ее острие. Мы меняем мир, мы, можно сказать, представляем глобальный юг, который хочет сохранить, опять же, как собственные национальные ценности, как определенные приоритеты, которые когда-то культивировались в цивилизованной Европе и других государств, да, сейчас этого нет. И, соответственно, говорить о том, что осенью... Многие говорят о том, что Трамп приходит и будет мировая война. Кто-то говорил на этих выборах, если
никто не победит у американцев, и начнется гражданская война. Если честно, по мне, так я буду рад только гражданской войне именно в самих Соединенных Штатах Америки, а мы здесь, на своем большом континенте, всяко разберемся. Британцы останутся одни, мы убедим их больше не манипулировать, потому что остров легко тонет при наличии, так сказать, современных вооружений. И все будет мир, дружба, жвачка. Я хотел бы, конечно, так. Но вот вы знаете, накапливание, вот когда все говорят призывают апокалипсис, да, то он наступает. Конечно, да, когда все уже будут в этом уверены. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет, но повоюем и договоримся. Спасибо, Евгений. До свидания. С нами на связи был военный эксперт, политолог Евгений Михайлов. Это была программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». Всего доброго.